Слава Украине, привет всем от Полонского. Ну и опять к Трампу. Друзья мои, без Трампа просто никуда. На этот раз не будем о переговорах, будем о чем-то другом. Значит, смотрите, Трамп заявил, что Катар передал ему в дар Boeing 747 последней марки. Кстати, их уже сняли с производства, но штучно они еще остались. Да, Boeing 747 последней марки. Дворец, по сути дела, дворец, да, на одного человека, ну и обслугу, скажем так, из которого хотят сделать борт номер один в Соединенных Штатах Америки стоимостью $400 миллионов. Да, вы не ослышались. $400 миллионов. Наверное, это один из самых дорогих, если не самый дорогой самолет в мире. Ну, для Катара это как бы не деньги, 400 миллионов, да, сам по себе факт. Да, то есть они хотят сделать из него пульт, и, скажем так, штаб управления войсками США и так далее, при всем при том, что это лакшери. Абсолютно люксовый самолет, это дворец в разумении катарских шейхов и так далее. Ребята, ну вы скажете, и шо? Ну как и шо? Подождите, еще же не шо. Ну сейчас, допустим, Трамп является президентом, пройдет обусловленный американским законом срок, пройдет сколько там еще, 3,5 года, по-моему, или чуть больше, он перестанет быть президентом. И знаете, что потом, по идее, ну, по всей идее, допустим, если ты берешь такой дар, то он должен остаться следующему президенту. Ну, а как еще? Нифига. Насколько я понял, значит, вот этот самолет будет передаваться библиотеке Трампа. А зачем библиотеке Трампа, у которой и так бабла куры не клюют, самолет стоимостью $400 миллионов? Вы можете объяснить? Это же библиотека Трампа. Почему я бы лучше передал, например, вот если уж так подойти, вот нашей Мироновской районной библиотеке в Киевской области. А чего? У них там ничего нету, денег нет, ничего нет. Вот отдайте им этот самолет. А почему именно библиотеке Трампа передать? Сплошные вопросы. Ну а теперь, ребята, давайте серьезно, давайте разбираться. Знаете, что меня напрягает прежде всего? Меня прежде всего напрягает о том, как республиканские сенаторы рот на замке держат. Фактически у нас налицо, ну, такой, ну, с моей точки зрения, может, я ошибаюсь, конечно, но я не знаю американского законодательства, опять-таки, но с моей точки зрения, это не просто коррупция, это вопиющий пример коррупции. И должны прежде всего кричать еврейские всякие сенаторы и конгрессмены. Сейчас объясню почему. Значит, смотрите, что тут происходит на самом деле. Катар, это ж, если кто не знает, это крошечное государство величиной с Киевскую область. Но это газовый гигант. Он находится на огромном газовом месторождении. И фактически крошечный Катар там по запасам газа, он чуть не самый крупный в мире. Да, вот так сложилось, что они сидят на таком газовом пузыре. Да, и для них деньги это мусор, это ничего вообще. То есть они еще богаче, чем Эмираты, чтобы вы понимали. Но это Катар, это, как вам сказать, это еще своего рода государство, политический выродок на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Почему? Дело в том, что это единственное из государств Персидского залива, которое поддерживает довольно близкие связи с Ираном. И которое вообще, знаете, коммуницирует с Ираном, помогает Ирану и помогает тем или иным образом различным террористическим образованиям на Ближнем Востоке. Об этом все знают, да, то есть связи Катара с тем же Хамасом, с той же Хизбаллой, это не секрет абсолютно. Вот. И та же палестинская верхушка, да, вот заворованная, обворовавшая там свой собственный народ на миллиарды долларов, потому что в ту же Палестину, в Газу приходят приходили, по крайней мере, сейчас уже не знаю, после войны такое, после начала войны. Вот, наверное, тоже приходят. Но раньше приходили просто гигантские деньги, которые моментально либо пускались Хамасом в строительство тоннелей и самодельного оружия, либо же воровались и сразу же вывозились куда? Правильно, в Катар. А где жила вся эта верхушка палестинских этих террористов?
Хамаса и так далее, правильно, в Катаре. То есть Катар это такой, знаете, да, и у них, кстати, у Катара сложнейшие отношения с Саудовской Аравией, с Эмиратами и так далее. Там и границу закрывали. И пролет катарским самолетом над, скажите мне, Саудовской Аравией закрывали. Я, кстати, не знаю, по-моему, до сих пор, может, и не летают, поправьте меня. Я знаю, что года 3 назад точно не летали, вообще их не пускали никуда. То есть Катар, его позиционировали как такого союзника Ирана на Ближнем Востоке, троянского коня, вот так, ни больше, ни меньше. Хотя вроде бы казалось, что тоже монархия, но довольно прогрессивная, с другой стороны. И у них там эта телекомпания Аль-Джазира знаменитая, да. И вроде бы с одной стороны позитив, с другой стороны негатив сплошной. Особенно страшно это, я еще раз говорю, для Израиля, потому что опять давайте понимать, откуда зашли эти 400 миллионов. 400 миллионов зашли из Катара, для которого это не деньги, но который поддерживает абсолютно все террористические организации, которые ведут горячую войну с Израилем. Не холодную, а горячую, да. То есть это Хизбалла, это Хамас. Ага. Плюс Катар поддерживает, естественно, очень хорошие отношения с Ираном. И это очень напрягает всех, кстати, соседей того же самого Катара, прежде всего Бахрейн. Бахрейн, где очень много шиитов. А там же в курсе, да? Значит, получается, что Иран это шииты в основном, а все страны Персидского залива, да и вообще арабский мир это сунниты. Но кроме Бахрейна, в Бахрейне очень тяжелая ситуация, потому что у них большая часть населения как раз шииты, а сунниты зато находятся у власти. И поэтому для Бахрейна, богатого нефтью, вот расходился. Да, для Бахрейна, богатого нефтью, очень стрёмно, скажем так, иметь рядом Иран, потому что большая часть его собственного населения это тоже шииты. И, короче, там, ребята, все завязано черти как. Да, но хуже всех Израилю из этого всего. Почему? Потому что, ну вы же прекрасно понимаете, когда человеку дают 400 миллионов долларов, а фактически этот человек дают, если бы, скажем так, если бы после окончания президентского термина Трампа, там через 3 с лихвой года, да, он бы сказал, ну все, я там, ну на выборы он больше идти не может, хотя и это сейчас уже большой вопрос. Ну все, я ухожу, да, оставляю этот самолет следующему там президенту США, условному Джонсону кому-то, не знаю, неважно кому. Ну тогда бы можно было о чем-то говорить. Но нет, он забирает этот самолет себе, в свою библиотеку, то есть, ну, вы же понимаете, для личного использования. И тут надо, ну, вот с моей точки зрения, это можно назвать не взяткой? Или это все-таки взятка? А если это назвать взяткой, то взятка пришла от страны, которая поддерживает великолепные отношения с Ираном, Хизбаллой, Хамасом. Израиль должен быть по этому поводу счастлив? Ну, конечно, он должен быть невероятно счастлив. Потому что, ну, когда дают тебе 400 миллионов долларов в твой личный карман фактически, то от тебя же что-то и попросят. Ну, это очевидно. Вот. Вопрос, что именно. Вот. И тут уже, видите, сразу же, посмотрите, сразу же после этого дела, вот вчера освободили одного из заложников. Одного. А знаете, почему именно его освободили? А потому что у него был американский паспорт. У него и израильский там туда зовут, но и американский паспорт тоже. Угу. Двойное гражданство. Вот так вот. Этого, значит, освободили, а остальных оставили. Я ни о чем не говорю, да? Вот мне даже не совсем понятна вялая реакция, хотя я видел, что реакция там в соцсетях есть, но вялая реакция американских конгрессменов. Вот с моей точки зрения, ну вот если это не коррупция, то а что тогда коррупция? Или коррупции вообще не существует. То есть они нам рассказывают, что у нас в Украине коррупция, и у нас действительно есть коррупция. Но я вот смотрю на наших коррупционеров, на этого Насирова, на этих там всего остальное тут, Беню, ну на всех там, да, кто только не замаран в этом всем деле. Думаю, боже, какие же они мальчики в коротеньких шортиках, с коротенькими штанишками, с пионерскими галстучками, такие невинная детвора. Невинная детвора, которая вообще не умеет считать и как-то красть деньги. Ну, совсем уже по мелочи тырят же, по мелочи. Там 1 миллион, там 5. А вот 400 миллионов одним махом шлеп и все.
Вот так вот. Ну, может, я ошибаюсь, вы же мне обязательно расскажите, да? Вот. И большой, конечно, привет Израилю, который кричал, что Трамп придет, порядок наведет. Ну, я же утрирую, да, но в принципе что-то типа этого, что Трамп будет на их стороне. Ребята, ну, вы сами видите. Первыми, кто смекнули, да они не смекнули, они всегда знали. Первыми, кто знал, кто такой Трамп, это арабы, это шейхи арабские, да. Вот. И, собственно говоря, они знали, что в этом мире Трампу плевать абсолютно на все, кроме одного вопроса, это бабло. Бабло, дил, сделку давай делать. Ну вот он и сделал сделку с Катаром в свой собственный карман, потому что, еще раз говорю, если действительно после этого всего оставляют этот самолет библиотеки Трампа, вдумайтесь, самолет библиотеки Трампа, библиотеки. А он что там, учебники по алгебре возить будет? Но в Америке все считают, что все хорошо. Ну, возмущение, не знаю, может будет. Но пока что крупного возмущения я не вижу. Хотя должны были уже орать просто-напросто, я не знаю, каким голосом. И особенно должны были орать в Израиле. Вот. Но Нетаньягу молчит. Почему молчит? Да потому что рыло в пуху. Еще хуже, чем у Трампа. Они вообще там чем-то похожи, да? У того сколько уголовных дел, а у того, да. Но коррупция вся в Украине. Вы же не забудьте это. Очень важный момент.